Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня мы поговорим о том, как наше финансовое поведение может быть связано с нашими знаками зодиака. Финансовая стабильность зависит не только от экономической грамотности, но и от личных свойств характера, привычек и даже астрологических предрасположенностей. Давайте разберемся, какие знаки наиболее подвержены финансовым трудностям и почему. Стрелец – вечный оптимист с легкомысленным отношением к деньгам. Стрельцы – прирожденные авантюристы, которые живут сегодняшним днем. Они верят, что деньги всегда придут, а потому не боятся тратить их направо и налево. Их главные слабости – импульсивные покупки. Они могут сорить деньгами, особенно если видят что-то, что их вдохновляет. Любовь к путешествиям и развлечениям. Они могут влезть в кредиты ради очередной поездки или вечеринки. Неумение копить. Они уверены, что как-нибудь разберутся, но часто оказываются в ситуации, когда расходы превышают доходы. Как избежать долгов? Стрельцам стоит научиться контролировать спонтанные траты, завести сберегательный счет и составлять финансовый план хотя бы на ближайшие полгода. Весы – жертвы красивой жизни и статусных вещей. Весы обожают роскошь и эстетически приятные вещи, даже если их доход не позволяет вести такой образ жизни. Они готовы тратить деньги на дорогую одежду, украшения, гаджеты, все, что подчеркивает их стиль и статус. Рестораны и удовольствия. Весы любят наслаждаться жизнью и баловать себя. Подарки другим иногда в ущерб собственному бюджету. Весы редко думают о финансовых последствиях и часто берут кредиты, лишь бы поддерживать свою репутацию. Как избежать долгов? Им важно научиться расставлять приоритеты и откладывать деньги, вместо того, чтобы тратить их на мимолетные удовольствия. Близнецы – непостоянные транжиры. Близнецы обладают двойственной натурой. Сегодня они экономные, а завтра тратят все до последнего рубля. Они могут столкнуться с долгами из-за любви к гаджетам и трендам. Они хотят быть в теме и не отставать от моды. Быстрых решений. Близнецы могут взять кредит на эмоциях, не подумав о последствиях. Нехватки терпения. Вместо того, чтобы копить, они сразу берут деньги в долг. Как избежать долгов? Им стоит выработать привычку вести бюджет и не вестись на маркетинговые уловки. Лев – щедрый король с дорогими вкусами. Львы любят жить на широкую ногу и окружать себя роскошью. Они готовы тратить огромные суммы, даже если это ведет к долгам. Их финансовые слабости. Демонстрация статуса. Они не могут позволить себе выглядеть бедно в глазах окружающих. Щедрость. Они любят делать подарки и платить за всех. Рискованные инвестиции. Могут вкладываться в сомнительные проекты, веря в свою удачу. Как избежать долгов? Львам стоит научиться жить посредством и отличать нужные траты от излишеств. Рыбы – мечтатели, не заботящиеся о деньгах. Рыбы – самые романтичные и оторванные от реальности представители зодиака. Они могут оказаться в долгах из-за отсутствия финансовой дисциплины, и им сложно вести бюджет. Помощи другим. Они могут отдавать последние деньги друзьям или близким. Неумение зарабатывать. Рыбы часто выбирают творческие профессии, где нестабильный доход. Как избежать долгов? Им нужно научиться ценить деньги и относиться к ним осознанно. Хотя астрология способна указать на наши уязвимые стороны, финансы – это сфера, в которой важны разумный подход и самодисциплина. Даже если ваш знак склонен к долгам, вы всегда можете изменить свое отношение к деньгам и научиться управлять ими более эффективно. Поделитесь в комментариях, совпадает ли описание с вашим знаком зодиака. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До новых встреч! Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать свою точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.